Всем привет! Меня зовут Наталья Шелковская, я дизайнер интерьеров. Сегодня я расскажу вам о правильной планировке детской комнаты. Расскажу 3 основные момента. Это планировка, мебель и отделочные материалы. Планировка. В первую очередь необходимо разделить пространство на 3 зоны. Зону для игр, зону для учебы и зону для сна. Зоны в комнате должны быть четко распределены. Это значит, что за рабочим столом ребенок должен только учиться, а на кровати он должен только спать. Если он будет смешивать эти функции и, например, учиться в кровати, он будет либо плохо учиться, либо плохо спать. При планировании пространства детской комнаты вам необходимо учитывать, что ребенок постоянно растет, и его потребности постоянно меняются. И мебель тоже не всегда будет на тех местах, каких вы изначально запланируете. Поэтому вам необходимо с самого начала продумать, как будет расставлена мебель, когда ребенок будет совсем маленький, как будет расставлена мебель, когда ребенок будет дошкольного возраста и когда он пойдет в школу. От этого зависит планирование розеток и электрики. Именно поэтому, когда у меня заказчики с маленькими детьми, я предлагаю сразу несколько планировок на вырост. При планировке детской комнаты учитывайте размеры и рост ребенка. Например, 7-летний ребенок может легко дотянуться до полки высотой 1,5 метра, и достаточная высота шкафа для него будет 180 сантиметров. Вы заметили, что дети любят обустраивать в своих комнатках маленькие уютные уголки и домики? Все это неспроста, потому что подсознательно человек, в принципе, не только в детском возрасте, но и во взрослом, ищет соразмерное себе пространство. И поэтому, если у вас большой дом, и вы думаете, какую комнату отдать ребенку, большую, со вторым светом, 5-метровыми потолками, или небольшую, с невысокими потолками, то лучше предпочесть второе. Теперь про мебель. При выборе мебели в детскую комнату самое главное, что необходимо учитывать, это удобство и безопасность. Но удобство – это вещь субъективная, а безопасность объективная, и про нее я вам расскажу. Самой экологически безопасной мебелью является мебель из массива. Чуть хуже мебель из МДФ и совсем плохо мебель из ДСП. Поэтому я вам рекомендую отдать предпочтение в пользу мебели из массива. Почему я не рекомендую ДСП? Несмотря на его низкую стоимость, почему его все выбирают? ДСП производится с добавлением малотоксичного фенольного связующего. И несмотря на то, что оно малотоксичное, оно все равно токсичное. Кстати, мало кто знает, что ламинат это тоже ДСП. Он тоже производится с добавлением малотоксичного фенольного связующего, поэтому его в детские комнаты я тоже не рекомендую класть. Я еще не рекомендую в детские натяжные полимерные потолки. Они тоже выделяют очень много вредных для здоровья веществ. Для отделки стен детской комнаты я рекомендую использовать декоративную краску. Во-первых, сейчас есть очень много экологически безопасных красок. Во-вторых, потребности ребенка, как мы уже говорили ранее, постоянно меняются, и поменять интерьер будет проще с краской. Краску лучше выбирать светлую, а добавить ярких акцентов можно с помощью текстиля, ярких подушек и штор. По цветам я вам могу порекомендовать только светлые тона, но более подробно о цвете и его влиянии на психику я расскажу в следующем видео. С вами была Наталья Шелковская, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Пока!